Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня вот поговорим про судьбоносные истории, что вам по судьбе. Ну, то что такое судьба? Это что-то неменяемое, заложенное, может быть, по дате рождения, может быть, вот, не знаю, это линии на вашей руке, которые предначертаны, которые сложно изменить. Но бывает такое, что мы сами меняем свою судьбу. Вот, посмотрим, что же вам по судьбе. Я сама не знаю, что же вам скажет пространство, но это то, что непременно произойдет. Ну, давайте так, мы сделаем запрос, что еще пока не произошло, но это обязательно вам по судьбе, и вот оно случится и произойдет. И небольшая административная часть. Хочу напомнить, что по подписке спрятан финансовый марафон. А учитывая, что новогоднее время, да и время подарочков, тут, понимаете, с помощью финансового марафона можно что-нибудь там качнуть и прокачать. Вот. Ибо мы сами творим свою судьбу, ну, как бы успеете, да, успеете, как бы, потому что конец года, и можно там пройти в ускоренном темпе эту всю историю и качнуть себе денежек. Вот, ссылки все в комментарии спрятаны. Я, конечно, могла бесконечно рассказывать, какая крутая штука, финансовый марафон. Вот, но просто, знаете, это уже все превзошло мои как бы ожидания, потому что в кейсах, например, у нас там есть и запуски проектов, и кто-то там создает свой канал на YouTube там с хорошими просмотрами, и кто-то мне рассказывает вообще просто там про создание с нуля каких-то своих там бизнес-историй. У кого-то это связано с тем, что там мужчина там машину там новую купил. Ну, то есть, как бы, это, если бы я на самом деле на этом хайпла, то я бы просто ходила хвостом и говорила, а может, вот я твой кейс как бы выложу. Но, честно говоря, если бы я это делала, я бы, мне кажется, засрала бы пространство своих там телеграм-каналов и прочих социальных сетей исключительно отзывами, потому что они бы там пачками просто были бы. А люди, знаете ли, как-то не особо верят в отзывы, потому что многим кажется, что они накрученные. Так вот, соответственно, в магическом чате там же нет ботов, да, то есть там все, кто с нами достаточно давно, и поэтому там, правда, можно спросить, вот вы проходили марафон, что у вас изменилось? И вам все с удовольствием скажут, и покажут, и расскажут, и объяснят. И, ну, вы увидите, как бы, что эти люди, правда, существуют, и это без всяких накруток, знаешь, которые потом невозможно найти. Кто это такие? У всех типа все одинаковое, и какие-то гиперболизированные там истории, да. Слушайте, у меня нет истории, чтобы я там, ну, допустим, девочка говорила, что я работаю где-нибудь в регионах, и мне, значит, муж там Порш подогнал. Ну, то есть такая, да, так себе. А вот как бы правдоподобные истории, да, когда действительно стал лучше относиться, там, или, может быть, позволили себе чуть больше. Это, понимаете, это нормальная история, потому что если у нас как бы с финансовыми проблемами достаточно давно, тело уже привыкает к этому состоянию. И большое количество денег, оно не только разрывает нашу реальность, да, и разрушает это еще и наши психологические, условно, конструкции, а мы же уже в состоянии защиты, мы уже привыкли к состоянию нехватки экономии, и мы не знаем, что с этим делать, и как бы мы это не вывозим, конечно, эти деньги сливаем. Поэтому абсолютно нормально, если там на 15-20% ежемесячно увеличивается ваш доход, вам мягенько, понимаете, вас не рвет, не знобит, вы в паничке не впадаете. А я как бы всегда за экологичную историю, и поэтому это абсолютно нормально, если маленькими темпами как бы у вас повышается ваш как бы финансовый уровень. Вот. Вот так вот. Поэтому, если вам это надо, как бы welcome. Я не могу, понимаете, гарантировать, что вы после финансового марафона прям раз все срочно нашли работу. Уж тем более, если это другая страна, и это как бы сложно все. И, ну, я почему это знаю, потому что, например, сейчас мой там близкий человек находится в другой стране, и там нужно работу найти, даже с хорошим образованием, там без связи как бы сложно очень. Да, еще там есть... Там
девочки, мальчики, да, с аналогичными, да, сложностями, как бы неважно в какой стране, уж, ну, просто сказать, что вот 100% вам попрет, нет, я не могу это обещать. Да, никто это не может обещать, потому что все, кто могут обещать, такое, знаете ли, шарлатанство. Да, либо как бы рунические ставы, которые просто вас потом раздирают и разжирают, и непонятно, что вы потом заплатите как бы взамен, да. Ну, что касается магии какой-то, ну, либо, опять же, я не знаю, это стечение обстоятельств удачно. Просто появляется больше уверенности, появляется больше опор на себя. Когда у нас больше уверенности, опор на себя и больше доверия по отношению к миру, то, соответственно, нашей реальности меняться проще, нежели у нас все в таком, знаете, ригидном состоянии. Вот, поэтому это классная штука. Я периодически, когда понимаю, что я ушла абсолютно в голову, потому что мне нужно аналитически решать мои вопросы, сама для себя практикую, например, медитацию на денежного котика, который там есть в этом марафоне. И мне как бы классно становится. А и состояние классное, творить как бы сильно легче, денег привлекать тоже сильно легче. Окей, ладно, давайте. Что же вам там по судьбе? Что же вам по судьбе? Выбирайте камень-проводник. Как называется камень, я, конечно же, не знаю. Мне кажется, я прям, да, немножко саботирую эту всю историю с литотерапией. Я просто подумала о том, что я когда буду собирать как бы алтари, я к этому отношусь, что я сама все эти буду камни, короче, подбирать, смотреть свойства и прочее, поскольку у меня сейчас алтари в такой переносной истории. Вот, я просто их под задачи какие-то собираю, стационарного у меня нет. Сейчас, кстати, объясню, если интересно, почему не стационарного, потому что, может быть, вам это тоже будет важно. Просто соседи делают ремонт, и постоянно создается энергия. То есть ты собираешь, получается, фокусируешь, вот, а рассоздать ее достаточно легко. Я бы вам даже сейчас прям показала, как можно рассоздать. Но у меня достаточно далеко инструменты колокольчика. Колокольчик и вот эти щелчки, все вот это пасы. Представляете, когда перфораторы еще долбят. То есть ты вот это концентрируешь все. Вот звук перфоратора, у тебя вот это вот все просто разлетелось как это. Потому что крайне сложно держать энергию, когда у тебя внешние раздражители. Вот, поэтому я сейчас просто не собираю стационарный алтарь, но это просто не рабочий инструмент будет. Мало ли, знаете, может, он тоже кому-то пригодится. Однако вот, поговорила о том, что происходит в нашем пространстве. Хотите узнать больше? Welcome в наши все эти магические чаты, проживание арканов, в манифест. Манифест вообще, знаете, уникальный продукт. Я, знаете, запасаюсь попкорном и просто уже смотрю, когда же господа там тарологи начнут у меня его тырить. Вот. А поскольку я концепцию не разглашаю, это крайне сложно. Знаете, когда говорят, а можно мне программу почитать манифест? Я говорю, конечно же нет. Конечно же нет. Так я что, у вас нет программы? Я говорю, нет, и не будет, потому что я его под вас пишу. Потому что это в чем уникальность проекта? В том, что его в записи нет. То есть, если как бы понятно, что там проживание арканов это ни вправо, ни влево, да, потому что есть структура. Что касается обучения колдовства, там структуру я сама пишу. И она реально уникальна. Поэтому извините меня, дорогие мои, да, никаких программ вообще, чтобы не было никакой утечки информации, не будет. Это вот максимально закрытая история. Поэтому пока мы ее пишем вместе с вами, да, есть смысл сейчас присоединяться, потому что никто не знает, что дальше. Да, никто не знает, что дальше, и будет ли это все существовать, и поэтому... Если есть возможность, да, если вы уже там прожили хотя бы старшие арканы, да, есть смысл присоединяться. Правда, сложно, еще сложнее, чем в младших арканах, потому что я там вообще ни с кем не миндальничаю, не собираюсь это делать, потому что я понимаю, что в колдовстве вообще там вичкрафт это вообще нельзя делать, никогда никого мы за руку не берем. То есть ты можешь ответить на какие-то вопросы, но это же не из серии там, человек делает алтарь, ты его оттолкнул и сказал там, да, и ты, у тебя руки жопы растут, я сейчас за тебя еще все сделаю. Вот. Ну, как бы это же не работает, поэтому как-то там сильно и помощи и нет, за руку никто вести не будет. Это не индивидуальное менторство, потому что индивидуальное, оно, знаете ли, совсем в другой плоскости лежит, и там все иначе. Там нужно еще прям быть избранным, чтобы я взяла человека в менторство. Так, окей, давайте. Что по судьбе? Что по судьбе? Камень выбрали. Зеленый, синий и
какой-то рыжий. Так. Ну что, Денечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Ну что, давайте, что по судьбе? Радость. Радость, на самом деле, по судьбе. То есть, на самом деле, очень важно вот выйти в это состояние радости, потому что 9 чаш. Да, вы, наверное, счастливчики. Счастливчики, да, по первому варианту. И пришли, наверное, вы в этот мир для радости. О чем здесь 9 чаш? Ну, знаете, на самом деле это про открытие очень важных дорог, да, для вас. Это про скорости, это про разные типы энергии, это про путешествия. Вот такое ощущение, что передо мной прям душа путешественника. Вот что по судьбе? Действительно, как будто вот передвигаться там по разным странам, я не знаю, общаться с большим количеством людей, да, то есть такой вот какой-то прям в потоке, жизнь в потоке, да. Возможно, жить на колесах в том плане, например, что постоянно какие-то командировки, да, или там не знаю, с торговым представителем там быть, или с инспекцией приезжать. Ну, короче, вот постоянно движение, да, при этом очень хорошие карты по первому варианту. Вот явно вы, может быть, что-то кармическое для себя отработали, потому что важное, потому что то, что мы сейчас смотрим, это в дальнейшем, да, в дальнейшем. Это как вот, смотри, новый финансовый путь, может быть, это какое-то повышение, это рост, может быть, и энергетический, и финансовый, там, карьерный. Вот оно у тебя по судьбе, оно должно прийти. Оно должно прийти. Давай посмотрим, для чего придет. Это вся ситуация. Хорошая и радостная для тебя. Для чего придет? Королева чаш. 6 жезлов. Ну, потому что на самом деле ты так мечтал. Ты это намечтала, понимаешь? Ты тут уже движешься на жуке-носороге к своей славе. 6 жезлов, да, как бы королева чаш. Но ты же так хотела, чтобы вот так вот было, да, ты же так хотела. Давай так, а что ты, вот, собственно, платишь, да, чем ты платишь за исполнение своего желания? Что ж такое-то? Чем ты платишь за исполнение своего желания? Рыцарь чаш, 3 жезлов. Да нет, ничем ты не платишь. Это не кармический какой-то долг. Так как эта женщина написала мне о том, что это... Ей сказали, что если, значит, возвращать здоровье там при помощи, короче, магии, ну, это возможно, да, ну и как бы начинаются всякие, значит, советы от людей, как это сделать, там, понятно, с приложением своих услуг. И вот он спрашивает, а вы это делаете? Он директ, короче, написал. Я говорю, нет, я вообще не буду брать ответственность за ваше здоровье, потому что это врачи. Я говорю, я хоть ведьма, но, извините меня, 21 век. Да, то есть вам диагноз должны поставить вообще, если что, там, терапию и прочее. А что касается там магии и там духовных практик, это вы как бы лечитесь, нормально лечитесь, но при этом вы понимаете причинно-следственные связи, и тогда получается, ну, выравнивание ситуации энергетической влияет уже на ситуацию физическую. Но мы же как бы не отменяем лечение ни в коем случае. Да, бывает, что врач может ошибиться, но это не говорит о том, что вообще, да, то есть мы там фарму не применяем, потому что не все же можно, и не в любой стадии лечиться исключительно травами, знаешь, там молиться колесу, соответственно. Это нужно, опять же, понимать, и не всем организмам это все подходит. Это все индивидуальный процесс. А когда просто вот люди говорят, да, я сейчас за любой диагноз берусь, ну, мне кажется, что там с головой просто не в порядке. Столько шизы.
Вот вы ничем не расплачиваетесь, понимаете? Вообще ничем не расплачиваетесь, потому что ощущение, что вы как будто просто свой трамвайчик направили по нужному пути. Прикольно. Ну, там действовать надо, давайте так. Оно, конечно, все по судьбе, да, но что вы должны сделать, да, чтобы приблизить это состояние свое? Что вы должны сделать, чтобы приблизить это состояние свое? Пятерка пентаклей, карта мага. Да просто смотри, как бы вот, ну, то есть мы энергию мага направляем в себя, то есть не разбазариваем вокруг, направляем в себя. Видишь? Кстати, у тебя действительно успех может прийти с помощью магических действий, с помощью ментальной магии в частности. То есть ты правда можешь создать себе вот такую конструкцию вот, своего мира, да, своей жизни. Но, конечно, нужно просто блоки, да, в головушке убрать. Но вот ты в процессе, кстати, ты много делаешь правильно. У тебя повешено на повешенном переворачивается. То есть это уже выход из 8 мечей. У тебя повешена 8 мечей, да, но сейчас выход будет уже. Знаешь, как младенца, знаешь, там спеленали, да, чтобы он там себя не покалечил, к примеру. Да, или ощущение кокона, а бабочка еще не вылупилась. Вот такое вот состояние. Ну, все будет. Все будет. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Напоминаю, что расклад называется «Что же вам там точно по судьбе?» Уже прописано золотыми буквами в книге вашей судьбы. Ну что, ну что, ну что? Готовы? Господи. Вот вам любиться точно, понимаете? Здесь вот 100% будет какая-то история, связанная с любовью, с безусловной любовью, с влюбленностью. Но при этом есть ощущение, что из-за вот этой влюбленности как раз раскрывается творческий канал. Что у нас еще здесь? Ну вот смотрите, на самом деле, по судьбе вам жить в любви. Но этого типа еще нет, да, потому что вот туз жезлов, это вот, ну, только-только вот мы выходим, знаешь, как вот в это состояние, когда мы понимаем, что это норма для нас жить, именно потому что рыцарь Пентаклей — это продолжительное действие, действительно. Это быть уверенным в том, что тебя любят, да, это быть уверенным в том, что я люблю. Вот какое-то такое, смотри, очень зрелое состояние, прям по судьбе тебя. Вот ты все должна делать по любви, понимаешь? Когда вот по любви для тебя, то все получается. Что там тебе хотят высшие силы сказать по этому поводу? Господи. Пятерка пентаклей, умеренность — это, ну, просто как будто ты в это не веришь, да? То есть пятерка пентаклей — это перманентное состояние твое, там сильно нет энергии. Мы как бы ходим по кругу, да, и не понимаем, почему у нас этого нет. Да, действительно, тебе это по судьбе, понимаешь? Почему у тебя этого нет? Кто-то на меня очень сильно психует вообще, но я ж не виновата, что как бы у вас этого нет, потому что, может быть, пошла какая-то родовая отработка, программа, или кто-то насрал вам в голову, знаете? Вы ж такие, вот как-то у нас прям какая-то красивая история написана, мы же максимально засираем себе голову. Правда? Чего на меня-то раздражаться? Ну, если вы такие неосознанные, решили все на нейроведение свалить. Я сейчас просто все как-то, ну, сверну и попрощаюсь с вами, будете психовать. Я же тоже могу психовать. Смотрите, вот здесь закрытая анахата, да? Закрытая анахата, при этом любить вы можете достаточно сильно и хотите. И вам это прям по судьбе. По судьбе. Как это все притянуть? Давайте. Как это все притянуть? Это же важно нам.
выйти из состояния залипонов на прошлое, да, король мечей, пятерка чаш. Как будто вот мы сожалеем, есть какой-то незакрытый гештальт. Есть ощущение нехватки ресурсов, опять же. Есть ощущение, что, конечно, мне бы нужен вот человек, который помогал бы руководить вот моей жизнью, вот такого бы я бы любила бы, да. Но здесь смотри, что для того, чтобы вот это все пришло в твою жизнь, тебе нужно сначала самой выйти. Ты в какое-то пространство еще выходишь в одиночестве, да, то есть путь не прописан на карте. Тройка жезлов, да, тройка пентаклей. Учишься, знаешь, как самостоятельности, да, учишься самостоятельности, учишься коммуницировать с людьми, да, то есть вот из вот этого состояния каких-то своих вечных обид на всех, да, мы учимся идти в коммуникацию, просто в общение. Нам нужно увидеть этот мир по-настоящему. Пообщаться с людьми, нам говорят, нам этого как будто очень сильно не хватает. И что ты получаешь, если ты начинаешь общаться с людьми? Знаешь, как будто вот понять реальные какие-то проблемы, как будто вот, знаешь, как вот прям не отлетать головой в какую-то духовность, ну, потому что здесь очень важно держать золотую середину. А ты головой отлетаешь в духовность, когда ты мечтаешь о безусловной любви, и она должна к тебе прийти. Но ты понимаешь, что в этой безусловной любви очень много физики. Она проявлена, и получается, что она с проблемами, может быть, с какими-то, да, с какими-то притирками, а у тебя ощущение какого-то идеализирования. Вот идеализирование не случится. Но случится нормальная семья, случатся нормальные отношения. Понимаешь? Все, да, по правосудию, все, выходи из состояния обид, да, из состояния, что я такая вся прям принцесса, потому что ты, конечно, можешь быть принцессой, но ты знаешь, такой внутренний ребенок твой. Ну, как-то, да, немножечко давай в другие архетипы с тобой поиграем. Здесь вот, конечно, нужно прям качнуть уважение по отношению к мужчине. Дать ему возможность взять тебя за руку, дать ему возможность взять тебя за руку, дать ему возможность тебя найти. Не даешь. Но это по судьбе, понимаешь, оно должно быть. А что ты его так вот не даешь-то? Ты как будто всех держишь на расстоянии, да? Ты, короче, сама себя поставила на паузу, и поэтому все, что вот рядом с тобой, ты поставила на паузу. Понимаешь? Как сняться с тормоза? Давай. Снимись с тормоза. Шестерка пентаклей, десятка мечей. Да признай свою ценность вообще. Чего ты вот это прибедняешься? Тоже есть, знаете, у нас подруга красивая такая достаточно. А в связи с тем, что сейчас же много кто вот из девчонок, там, мужчин часто, девчонка просто от этого сильнее страдает, потому что есть определенные материальные сложности. И вот она просто считает, что с ней что-то не так. Ну, там, знаете, как мы обычно говорим, было бы больше денег, я была бы более ухоженной. Или начинаешь там комментарии женщин читать, и они говорят, конечно, типа, вот, типа, ну, если есть, короче, деньги, и типа косметолог, женщина не стареет. Я вас умоляю вообще. Вот. И здесь вот на самом деле есть какой-то момент претензии на то, что если бы у меня было больше ресурсов, я выглядела бы лучше, любила бы себя больше. Вот. А тут как-то речь-то идет о том, что это неправильно. Да, типа, а кто на меня посмотрит? Вот такое вот началось все. Здесь вот вопрос, наверное, в том, что просто мечтай на полную катушку. Да, мечтай на полную катушку. Но в чем же тогда отличается вот эта мечта, да, от вот этой инфантильности, от которой нам нужно отказаться? Как именно нам надо мечтать?
Иерофант, 7 пентаклей. 9 жезлов. То есть это, короче, про то, что нам не нравится, то, что нам могут дать вот в этой, знаешь как, вот в этом пространстве, да, нам не нравится то, что нам могут дать и хотят дать. Последнюю карту, совет, подсказку сюда. Маг, 9 пентаклей. Ну, значит, создавать свою реальность, да? Да, создавай свою реальность. Просто нужно верить в то, что это у тебя случится и получится. Очень тяжелый расклад по второму варианту. Такое ощущение, что вы как будто, знаешь, очень сильно против судьбы, потому что вам кажется, что ваша судьба какое-то говно, и вы вот во всем сопротивляетесь, потому что даже не видите и не понимаете, что даже вот в негативных ситуациях есть ресурсы. Короче. Так, троечка, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте, что вам по судьбе? Ну вот смотрите, помощь от высших сил. Это действительно по судьбе, что вам по большей части встречаются хорошие люди. Это про... Ну, вот рыцарь как бы жезлов — это достаточно хорошая уже карта сама по себе. Да? Карта энергии. Можем сказать, что вы какой-то счастливчик-везунчик? 10 пентаклей. Вот смотрите, коммуникабельность, она, безусловно, здесь присутствует. Можем ли мы сказать, что здесь переезд по судьбе, по рыцарю жезлов, что это какое-то прям движение? Смотри, здесь такое ощущение, что ты как будто находишь себя вне своего дома, да? Не там, где думали, да, то есть какой-то момент про предназначение. Вот здесь вот по судьбе действительно найти предназначение, но, знаешь, как будто не в той сфере, про которую ты думаешь. Абсолютно. У тебя как будто по судьбе, смотри, родиться не в той семье, знаешь, не в том месте, не в то время. Ну, в общем, как-то так, да? Так, а зачем вообще все это? Что по судьбе? У тебя какое-то прям, смотри, рушится представление о мире, да? Жезлов. 8 чаш. Да, смотри, как будто ты в раннем возрасте либо дом как бы покидаешь, либо тебе нужно прям сепарироваться в раннем возрасте. Видишь, паж чаш. 8 чаш. Аборты, кстати, здесь могут быть, но это какая-то судьбоносная история, которая тоже как будто вот разворачивает, видишь, ну, линию событий. Сейчас еще посмотрю, что здесь. Судьбе. 8 мечей. 7 жезлов.
Ну, смотри, здесь такая история, что поскольку у тебя какой-то четкий путь, все, что не по судьбе, как будто для тебя закрывается, да, как будто вот если тебе не надо, то оно все перекрывается, потому что есть четкий путь, здесь четкая миссия есть абсолютно. Вот смотри, да, все, что не нужно, да, оно все будет для тебя закрываться. Вот у тебя точно есть судьба, да? Что там еще по этой судьбе? Рыцарь Пентаклей, рыцарь мечей. Короче, смотри, во-первых, вот такая интересная история, что ты будешь долго искать себя, будешь долго искать свое предназначение, может, несколько их поменяешь. Такая же ситуация будет с личной жизнью, когда сложно определиться со своим человеком, потому что тут ты же не понимаешь, кто ты, что ты, зачем ты как бы пришел в этот мир, да, линейная история там развития событий из серии там вырос, там, женился, там, наплодил детей и как бы умер, да, она тебе не особо интересна, потому что хочется, чтобы жизнь была более яркой. И ты, конечно, будешь пытаться искать эти какие-то, смотри, прям яркие эти события, да, потому что прям странствия мне показывают, либо странствия души, либо по жизни, короче, человек такой немножко неприкаянный. Такое ощущение, знаешь, что очень много обстоятельств вечно вмешивается в твою жизнь, да? Вот ровного пути точно не получается. Что тут еще по судьбе? Найдешь ты себя? Отшельник, девятка жезлов. Ну, знаешь, здесь, наверное, ощущение, что ты как будто вот тебя не тянет тебя в матримониальные союзы. Вот это прям по судьбе. Как будто вот прям не дается тебе какая-то понятная романтическая любовная линия. Какой-то больше такой, знаешь, человек в себе. Так а чё? Личная жизнь есть по судьбе? Потому что здесь на самом деле люди могут уходить в какие-нибудь общества, быть там, не знаю, что ученым, чем-то увлекаться полжизни, что вот как будто социальную часть очень сложно вписать, да, то есть ты можешь, например, делать карьеру, но при этом как-то семьи, детей там, ну, не особо там есть. Вот, потому что мы здесь про какие-то великие миссии по третьему варианту, сильно больше, чем просто детей рожать, да. Встречаешь? Да, такое ощущение, что рождение ребенка, кстати, может жизнь прям поменять твою. Здесь дети по судьбе, кстати. А я могу читать для тех, у кого не должно быть детей, никого не должно семьи там. Ага, смотри, какая интересная история. Это фигня все. Если, например, ты знаешь, что у тебя магические способности, но знаешь, как говорят, типа, что нужно жертвовать своей семьей. Это бред. Это все для тебя, по крайней мере, по третьему варианту. Смотри, какие классные карты. Что мы действительно сами творим свою реальность. Вот, что ты правда можешь изменить эту судьбу, изменить в лучшее. Понимаешь? Что обязательно сейчас должно случиться по судьбе? Так. Смотри, здесь какой-то прям очень мощный прорыв должен быть, да, как будто вот мы же с детства на самом деле знаем, кто мы или чем мы хотим там заниматься, словно. И вот такое ощущение, что ты просишь, тебе что-то показать и подсказать. Вот, но как-то все глухо, как в танке, но показывает, что прям по судьбе все же найти себя и свое предназначение. Действительно, прям в кайф. Это вот ты прям как дома себя чувствуешь, и сразу и поддержку получаешь, и, собственно, и от высших сил, вот, и от людей, потому что это прям на своем месте. По третьему варианту ты точно себя найдешь. Давай, одна финальная карта, подсказка, с чем-то может быть связана. Я очень не хотела эту карту. Она 5 раз уже попадалась в колоде, я ее туда, и туда, и туда спрятала, и все равно, короче. Это про учительство уже все-таки. По иерофанту. Вот предназначение где-то либо получать уроки от жизни и анализировать их, да,
либо где-то жить по совести, как бы, ну, норм морали. Может быть, для кого-то это создавать эгрегоры, для кого-то создавать обучение, писать книги, редактировать, нести знания, хранить знания. То есть вот такая вот информация у нас, потому что вы у меня токсичные иерофанты. Ну, бывает. С вами была я, ваша нейроведьма.